Друзья мои, приведите в порядок свои чувства и на всякий случай достаньте платочки. Сегодня мы будем коллективно страдать. Граф Тибо официально объявляет сезон великих трагедий открытым. Друзья мои, прежде чем мы начнем наш разговор о Джейн Грей, давайте на секунду превратимся в детективов и размотаем одну очень важную ниточку. Потому что я уверена, не все знают, каким чудом эта хрупкая девушка с книгой в руках вообще оказалась на троне. И главное, почему у нее на это было законное право, пусть и всего на 9 дней. Чтобы понять это, нам нужно вспомнить о том самом короле, о Генрихе VIII. Да-да, о нашем неутомимом собирателе жен и архитекторе английской реформации. Так вот, мало кто помнит, что помимо бесконечных разводов и размолвок с Римом, у Генриха была еще и семья в самом классическом смысле. Были у него 2 сестры – Мария и Маргарита. Маргарита уехала покорять Шотландию. К ней мы еще обязательно заедем в одном из следующих роликов. Там свои приключения, достойные отдельной саги. А сейчас нас интересует Мария. Та самая Мария Тюдор. Французская королева, которая, овдовев, не стала ждать, пока братец пристроит ее в новый политический альянс, а выбрала, сами знаете кого, Чарльза Брэндона. И вот тут начинается самое важное для нашей истории. Генрих VIII при всем его эгоизме своих сестер, особенно Марию, любил. Ну, как умел, так и любил. Но главное, в нем говорило чистое, 100% англичанство. Ему нужно было, чтобы наследники были своими английскими, а не какими-то дальними шотландскими, которых родила Маргарита. И он совершил юридический трюк, который позже сыграет с историей злую шутку. Он составил акт о престолонаследии, где написал: «Мои дети вперед, а если с ними что-то случится», а с ними, как вы понимаете, случилось разное, то корона переходит не в Шотландию, а к детям моей любимой сестры Марии. То есть к тем самым детям, которых она родила от Чарльза Брэндона. Понимаете, да? Генрих своим актом просто вычеркнул шотландскую ветку потомков Маргариты и поднял английскую ветку потомков Марии. А теперь, когда мы поняли, почему дети Марии и Чарльза вообще оказались в списке претендентов, можно поговорить и о том, как хрупкая Джейн этот трон, допустим, получила, и почему все пошло не по плану. Друзья мои, на дворе 1517 год, и в семье младшей сестры короля Марии Тюдор и его друга Чарльза Брэндона рождается девочка. Назвали ее Фрэнсис. И знаете, что тут самое интересное? Ее мама Мария, хоть и была замужем за английским герцогом, до конца своих дней требовала, чтобы ее называли французской королевой. Так что Фрэнсис с пеленок росла в атмосфере высшего пилотажа. Она была первым выжившим ребенком в этой семье, а это значит, что на маленькие плечи Фрэнсис с рождения свалился груз ожиданий размером с лондонский Тауэр. Племянница самого Генриха VIII, а это вам не шутки. Это не просто родственница, это ценный политический актив. Мария Тюдор, несмотря на свой романтический образ, была женщиной стальной воли. В те времена любовь матери выражалась не в лишней порции каши, а в строжайшей дисциплине. Фрэнсис учили так, будто завтра ей предстояло принимать парад или как минимум подписывать государственные указы. Латынь, этикет, манеры. Шаг влево, шаг вправо, и французская королева-мать быстро ставила дочь на место. Фрэнсис росла, понимая одну простую истину. Ее жизнь – это проект. И главной главой этого проекта, конечно, должен был стать брак. Для таких девочек женихов не ищут на танцах. Их выбирают под микроскопом в тишине королевских кабинетов. И вот в 1533 году, буквально за несколько недель до того, как ее мать Мария Тюдор навсегда покинула этот мир, для 16-летней Фрэнсис нашли идеальную партию.
А выбор пал на человека по имени Генри Грей. И вот тут, друзья мои, сделайте глоток чая и приготовьтесь. Потому что Грей – это не просто фамилия из учебника. Это имя, которое тянет за собой шлейф интриг еще со времен Белой королевы. Но кто же они такие, эти таинственные Грей, и почему Генрих VIII так легко впустил их в свою семью? Давайте-ка разберемся с этим кланом отдельно, потому что без них наша история просто не склеится. Но давайте сразу развеем миф. К серому цвету и скуке эта фамилия не имеет никакого отношения. Как и полагается порядочной английской аристократии, их история началась вовсе не в Англии. Жил-был в солнечной Нормандии рыцарь по имени Аншетиль де Грей. В 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель решил, что Туманный Альбион должен принадлежать ему, Аншетиль не стал отсиживаться дома. Он начистил доспехи, оседлал коня и вместе с Невиллами, Перси и прочими суровыми парнями отправился покорять этот странный остров. И знаете, у них отлично получилось. За верную службу и острые мечи Вильгельм и его сыновья щедро отсыпали Грею земель. Грей оказались невероятно плодовитыми на таланты и амбиции. Пока другие знатные фамилии угасали в междоусобицах, Греи почковались по всей стране. Появились Греи из Уилтона, Грей из Коднора, Грей из Ратина. Куда бы вы ни поехали в средневековой Англии, в соседнем замке обязательно сидел какой-нибудь барон Грей, который либо охранял границу с воинственными шотландцами, либо давал советы королю в Лондоне. Это был род профессиональных выживальщиков. Они не лезли на рожон, не пытались сами стать королями. Они были идеальными серыми кардиналами своего времени. Богатыми, влиятельными и всегда нужными. И жили бы они себе спокойно дальше, охотились на оленей и копили золото, если бы однажды один из этих тихих рыцарей не совершил поступок, который перевернул всю английскую историю с ног на голову. Итак, на дворе 15 век. В Англии вовсю полыхают войны роз. Страна поделена на два лагеря. Те, кто за белую розу – Йорки, и те, кто за алую – Ланкастеры. Жил-был в это суровое время сэр Джон Грей. Настоящий рыцарь. Доспехи блестят, конь копытом бьет, верность Ланкастерам абсолютная. Жил себе, воевал, горя не знал и, как полагается порядочному дворянину, женился. Выбрал он себе в жены девушку редкой красоты. Звали ее Элизабет. И вроде бы все шло по плану. Родила Элизабет нашему рыцарю двоих сыновей – Томаса и Ричарда. Но тут случилась беда. В 1461 году в одной из битв сэр Джон Грей погибает. Причем погибает на проигравшей стороне. И что мы имеем в сухом остатке? Победили Йорки. На троне сидит молодой, дерзкий и очень симпатичный король Эдуард IV. А наша героиня остается вдовой с двумя маленькими детьми Греями на руках, без копейки денег и с клеймом жены врага короны. Земли отобрали, замок опечатали, кормить детей нечем. Любая другая на ее месте ушла бы в монастырь или просто тихо начала бы угасать в нищете. Но не Элизабет, потому что она была не просто Элизабет, она была Элизабет Вудвилл. Да-да, друзья мои, дочь той самой загадочной Жакеты Люксембургской. Вы все прекрасно знаете эту историю, как король Эдуард IV вместо того, чтобы жениться на какой-нибудь французской принцессе, взял и выбрал вдову своего врага. Так, дети павшего сэра Джона Грея в одночасье превратились из сирот-изгоев в пасынков самого короля и оказались в самом центре придворной жизни. И я не буду пересказывать вам все, что вы и так знаете, как Элизабет стала матерью тех самых принцев в Тауре, и что для нас сейчас важнее – матерью Елизаветы Йоркской, а та, в свою очередь, родила нашего великого и ужасного Генриха VIII. А теперь, внимание, следите за руками. Сейчас будет настоящий мастер-класс по тому, как не запутаться в английской знати.
Как вы помните, у нашей красавицы Элизабет Вудвилл от первого брака осталось двое сыновей – Томас Грей и его брат Ричард. Старший Томас Грей сделал головокружительную карьеру. Шутка ли, пасынок короля. Он стал маркизом Дорсетом, рыцарем ордена Подвязки и одним из самых влиятельных людей при дворе. Это уже был не просто сын павшего врага, а настоящий тяжеловес в политике. А теперь кульминация нашего расклада. Тот самый Генри Грей, за которого в 1533 году выдали нашу 16-летнюю Фрэнсис Брэндон, это родной внук того самого Томаса Грея и, соответственно, правнук Элизабет Вудвилл. Давайте еще раз на пальцах, пока у вас окончательно не закипел мозг. Жених Генри Грей, прямой потомок Томаса Грея. Это ветвь Элизабет Вудвилл от ее первого рыцарского брака. Невеста Фрэнсис Брэндон, дочь Марии Тюдор и внучка Елизаветы Йоркской. Это ветвь той же самой Элизабет Вудвилл, но уже по ее второй королевской линии, от самого короля Эдуарда IV. Вы только вдумайтесь, спустя десятилетия потомки Элизабет Вудвилл от двух разных мужей, рыцаря и короля, снова встретились у алтаря. Грей и Тюдоры объединились в одном союзе. Надеюсь, теперь вы поняли, что этот брак был не просто случайностью, это было воссоединение амбиций Белой королевы. И поверьте, этот семейный коктейль был настолько крепким, что их потомкам предстояло либо взлететь выше всех, либо разбиться о камни. Друзья мои, давайте на чистоту. В XVI веке девиз «жили долго и счастливо» обязательно должен был заканчиваться фразой «и родили кучу сыновей». Для Фрэнсис Брэндон и Генри Грея дети были не просто радостью, а стратегическим ресурсом. Им нужен был наследник, который объединит в себе кровь Тюдоров и мощь рода Грей. Но тут судьба решила сыграть с ними злую шутку. Сначала родился мальчик, долгожданный крошечный маркиз, но он не прожил и нескольких дней. Следом родилась девочка, и снова тишина в детской. И вот, в 1537 году, кстати, в тот же год, когда у Генриха VIII наконец-то родился сын Эдуард, Фрэнсис снова беременна. Двор замер в ожидании. Греи молились всем святым. И, наконец, на свет появляется ребенок. Девочка. Снова не мальчик. Малышку назвали в честь королевы – Джейн. Родители, конечно, не скрывали разочарования, но Джейн оказалась крепким орешком. Она выжила. Чтобы не утомлять вас подробностями бесконечных родов и надежд, скажу сразу. После Джейн у пары родились еще две дочери – Катерина и Мария. И на этом все. Никаких сыновей. Для амбициозной Фрэнсис это был удар. Но именно это поражение внезапно превратило ее старшую дочь Джейн в самую завидную и самую опасную невесту Англии. А теперь давайте заглянем в дом, где росла маленькая Джейн Грей. Потому что понять, почему эта девочка с книжкой в руках стала символом трагедии, а не триумфа, невозможно без одного важного разговора, без разговора о ее матери. Мы уже знаем ее родословную, а теперь давайте посмотрим на нее как на человека, потому что, поверьте мне, за титулами и землями всегда стоит что-то человеческое, или, как в этом случае, что-то очень человеческое, доведенное до предела. Представьте себе, вы Фрэнсис, ваша мать королева Франции. Не какая-то там дальняя родственница, а самая настоящая. Она сидела на троне, пусть и недолго. Ваш дядя – король Англии, тот самый Генрих VIII, чье имя заставляет трепетать всю Европу. Вы племянница короля, дочь королевы. Вы с детства знаете, что ваша кровь голубая, ваше место у трона. Но вот незадача, вы сами не королева. А вы всего лишь герцогиня, вы женщина, которая по законам того времени не может править сама, а только через мужа или сына. Вы наследница, но наследница в очереди, где перед вами стоят дети Генриха, а их, как вы помните, трое – Эдуард, Мария, Елизавета. И пусть они бастарды, пусть их матери то в фаворе, то в опале, они все равно впереди. И вы, Фрэнсис, смотрите на эту очередь и думаете. Думаете о том, как ваша мать была королевой, а вы нет.
Думаете о том, как ваш отец Чарльз Брэндон из простого рыцаря поднялся до герцога, женившись на принцессе, а вы родились принцессой, но не той, что надо, не той, что с короной. И вот это чувство «я почти у цели, но не совсем», «я достойна большего, но судьба не дала», «я должна была править, но что-то пошло не так», оно въедается в душу, оно не отпускает, оно становится тем самым червячком, который точит изнутри. Знаете, есть такой тип людей, мы все их встречали, люди, которые сами чего-то не добились, но свято уверены, их дети обязаны быть лучше, обязаны достичь того, что не удалось им, обязаны оправдать надежды, которые по сути даже не их надежды, а чьи-то родительские, нереализованные, раздутые до размеров вселенной. Я не стала балериной, ничего, ей станет моя дочь. Я не стала певицей, ничего, ей станет моя дочь. Я не стала королевой, ничего, ею станет моя дочь. И вот здесь мы подходим к самому важному, потому что Фрэнсис была не просто строгой матерью, она была матерью-архитектором. Она не растила детей, она строила их как дома, как крепости, как орудие для достижения цели, которая была у нее перед глазами. В общем, Джейн Грей родилась не для того, чтобы быть счастливой. Джейн Грей родилась для того, чтобы быть идеальной. Идеальной в учебе, потому что образованная принцесса стоит дороже. Идеальной в поведении, потому что скандальная наследница никому не нужна. Идеальной в вере, потому что в эпоху, когда за веру жгут, ошибаться нельзя. Идеальной во всем. Кто такие дети вообще, чтобы что-то решать? Вот девиз таких матерей. И Фрэнсис, надо отдать ей должное, была в этом вопросе последовательна до жестокости. Я не случайно говорю «до жестокости». Современники оставили нам свидетельство. Фрэнсис била своих дочерей. Не шлепала в воспитательных целях, а именно била розгами. За провинности, за ослушание, за то, что они девочки, а не мальчики. За то, что они ее единственное орудие, и оно должно работать безупречно. Вот в такой теплице с арктическим климатом и росла наша Джейн. Девочка, которой суждено было стать идеальным инструментом в руках женщины, так и не смирившейся со своим вторым местом в истории. А теперь давайте посмотрим на Джейн Грей не как на королеву 9 дней, не как на политическую фигуру и не как на пешку в чужой игре. Давайте посмотрим на нее как на ребенка, просто на девочку, представьте себе. Вы появляетесь на свет в октябре 1537 года. Вся Англия ликует. У короля наконец-то родился сын, долгожданный наследник принц Эдуард. Ваше рождение не праздник, оно даже не новость. Вы девочка. А в 16 веке, дорогие мои, девочка – это не радость, это разочарование, особенно если вы родились у женщины, которая отчаянно ждала мальчика, которая уже потеряла сына, которая смотрит на вас, и первая мысль в ее голове – не то. Вы не красавица, в мире, где женская красота – это капитал, вы не богаты. И мать, возможно, смотрит на вас и вздыхает – ну, хоть бы умная была. И начинается самое страшное. Вас начинают готовить. Готовить быть идеальной. Не воспитывают, а именно готовят. Как солдаты перед битвой. Как орудие, которое должно выстрелить точно в цель. С самого раннего детства ваша жизнь – это не жизнь. Это бесконечная гонка, бесконечное соответствие, бесконечный страх не успеть, не выучить, не оправдать. Вам 3 года, 4, 5. Другие дети в вашем возрасте играют в куклы, бегают по саду, шалят. А вы сидите с книгами. Латынь, греческий, французский, итальянский, история, теология. Вы должны знать больше, чем любой мальчик вашего возраста, потому что мать сказала, ты будешь лучший. И вы стараетесь, ох, как вы стараетесь. Вы учитесь читать, когда другие дети еще не выговаривают буквы. Вы пишете длинные письма на латыни швейцарскому реформатору Буллингеру, и он, взрослый мужчина, ученый муж, отвечает вам с восхищением. Эта девочка удивительна. А вы просто боитесь. Боитесь ошибиться, боитесь, что мать рассердится, боитесь, что вас побьют, потому что в доме Греев телесное наказание – это норма.
Представьте себе ужас глазами ребенка. Вы маленькая девочка. Вы просыпаетесь утром, и первая мысль не «что я сегодня буду делать?», а «все ли я выучила?», а «я не забыла ли чего-нибудь?», а «если я успела?». Вы идете к матери не с радостью, а с дрожью. Вы не знаете, что сегодня будет, похвала или наказание. Вы не знаете, что вы сделали не так. Вы просто живете в постоянном всепоглощающем страхе. И вы не можете никуда уйти, вы не можете убежать к подружке, потому что подружек у вас нет. Вы не можете сесть в уголке и поиграть, потому что игрушки – это пустое. Вы не можете просто побыть ребенком, потому что ребенком вам быть не разрешают, вы ведь проект. А потом рождаются сестры Катерина, Мария. И вдруг вы понимаете, что вы старшая. Это значит, что ответственность на вас. Не только за себя, но и за них. Если они что-то сделают не так, виноваты будете вы. Вы не оправдали надежд, вы плохо следили, вы не подали пример. Вы старшая дочь, а старшая дочь в такой семье – это не ребенок, это надежда. Это тот самый козырь, который мать намерена разыграть в большой игре. Представьте себе, вы садитесь за книгу, мать говорит: иди вышивай. Вы начинаете вышивать, мать говорит: иди учи иврит. Вы учите иврит, мать говорит: ты слишком много сидишь, портишь осанку, иди танцуй. Вы танцуете, мать говорит: ты недостаточно грациозна, посмотри на себя, кто захочет на тебе жениться. Вы никогда не можете угодить. Никогда. Потому что дело не в вас. Дело в том, что мать пытается вылепить из вас то, чем она сама не смогла стать. И чем больше вы стараетесь, тем больше она требует. Ведь идеальность – это не финиш. Идеальность – это бесконечная дорога, по которой вы бежите, спотыкаетесь, падаете, встаете и снова бежите. А мать стоит сзади с розгой. А где же отец? Генри Грей, герцог Саффолк. Вы смотрите на него и видите тень. Человека, который тоже боится, который тоже под каблуком у этой властной, амбициозной женщины, которая носит в жилах королевскую кровь. Он не защитник, он не убежище, он еще один надзиратель, который иногда пытается быть добрым, но не смеет перечить жене. Вы одни, полностью одни. И тогда вы находите спасение в книгах. Понимаете, книги для Джен Грей – это не просто учеба, это не просто образование, которое мать требует. Это дверь. Дверь в мир, где нет Фрэнсис, где нет Роск, где нет постоянного страха ошибиться, где можно забыться, спрятаться, раствориться. Вы читаете Платона, и на несколько часов вы становитесь гражданином Афин, а не пленницей собственного дома. Вы читаете Библию на греческом, и вы слышите голос Бога, который говорит о милосердии, а не о наказании. Вы читаете письма Эразма Роттердамского и узнаете, что есть люди, которые ценят ум, а не титулы. Книги становятся вашими лучшими друзьями, вашими единственными друзьями. И вот еще что. Вашим утешением становится учитель. Ни мать, ни отец, ни сестры, которые слишком малы, чтобы понять ваш ужас, а наставник, человек, который приходит к вам в комнату, садится напротив и говорит: «А теперь давайте почитаем». И в эти минуты вы перестаете бояться, потому что он смотрит на вас не как на проект, он смотрит на вас как на человека. Он видит ваш ум, вашу жажду знаний и вашу боль. Он хвалит вас, когда вы отвечаете правильно, и впервые в жизни вы чувствуете, что кто-то вами доволен, кто-то вас ценит, кто-то вас не бьет. Это чудовищно, когда ребенку некому пойти, кроме учителя, когда единственный взрослый, который говорит с тобой ласково, это наемный работник, когда твое убежище не объятие матери, а страница книги. Но такова была жизнь Джен Грей. Она росла одинокой. Она была слишком умна для своих сверстниц. Она была слишком образована для своего возраста. Она была слишком взрослой для детских игр, которых у нее никогда и не было. Она оторвалась от сестер, как отрывается корабль от пристани, не потому что захотела, а потому что ее унесло течением. И знаете, что самое трагичное? Джен Грей не ненавидела свою мать, она ее боялась. А это хуже ненависти. Ненависть можно преодолеть, ненависть можно выплеснуть. Страх же въедается в душу и остается там навсегда. Итак, друзья мои, и все, кто ведет учет этой фразы, приготовьтесь. На календаре январь 1547 года в Англии случается событие, которое казалось невозможным. Великий, ужасный и вечный Генрих VIII испустил дух
Представьте, солнце Тюдоров зашло, эпоха гиганта закончилась. На трон садится 9-летний мальчик Эдуард VI, хрупкий ребенок в огромной короне своего отца. И вот тут нас просят: ну и что, какое отношение эта столичная суета имеет к нашей 10-летней Джейн, которая тихо учит греческий и вздрагивает от каждого окрика матери? На первый взгляд, абсолютно никакого. Джейн все так же далека от трона, как, скажем, маркиз Пюре от вегетарианства. Перед ней в очереди стоят юный король Эдуард, старшая сестра Мария, будущая кровавая, и Елизавета, будущая великая. И только потом потомки Марии Тюдор. Казалось бы, Джейн – это просто запасной игрок в третьем составе. Но подвинулась очередь на одну ступеньку вверх. Делов-то. Фрэнсис все так же требует идеальных реверансов. Генри Грей все так же охотится на оленей. Жизнь течет своим чередом. Но, друзья мои, смерть Генриха сорвала невидимую чеку. Пока старый король был жив, он держал всех своих амбициозных родственников в ежовых рукавицах. А теперь король ребенок. А значит, правила игры меняются на ходу. В Лондоне уже начали точить ножи и перешептываться в темных углах лорды-советники. И хотя Джейн пока об этом не знает, ее имя уже вписывают в очень опасные списки. Но настоящий удар, который превратит ее из просто племянницы в мишень номер 1, случится чуть позже, в этом же году. Все изменилось 27 сентября 1547 года. Дата, которая в учебниках истории занимает лишь одну строчку, а в судьбе нашей героини стала тем самым поворотным ключом, который повернул механизм судьбы. Чтобы понять, что же произошло, давайте ненадолго вернемся к нашему генеалогическому древу и расставим всех по полочкам. Итак, помните, у Марии и Чарльза было 2 дочери. Старшая – Фрэнсис. Ее мы уже хорошо знаем. И младшая Элеонора. О ней говорят реже, но именно она сыграла в этой истории роль, которую нельзя недооценивать. Элеонора, как и положено девушке из хорошей семьи, вышла замуж. Ее избранником стал Генри Клиффорд. И уехала она с мужем в свои владения, подальше от лондонской суеты. У них родилась дочь, которую назвали Маргаритой. Все шло своим чередом. И вот, 27 сентября 1547 года случается то, что в XVI веке случалось сплошь и рядом, но от этого не становится менее трагичным. Элеонора умирает. Ей было всего 28 лет. Молодая женщина, дочь королевы, внучка Генриха VII. Причины? Мы не знаем точно. Но для нашей истории важен не столько факт ее смерти, сколько то, что эта смерть оставила после себя. Из всех потомков Марии Тюдор, которые имели права на английский трон, в живых остались Фрэнсис и 3 ее дочери, и Маргарита Клиффорд, маленькая дочь покойной Элеоноры, которой на тот момент было всего 7 лет. И все. Ни одного мужчины, который мог бы стать конкурентом, только девочки. Только та самая женская проблема, которая будет преследовать английский престол еще не одно десятилетие. А теперь давайте посмотрим, как изменилось положение нашей Джейн. Вы же помните завещание Генриха VIII? Ту самую лестницу престола наследия, которую он выстроил, чтобы корона не уплыла в Шотландию. Сначала идут его собственные дети, а после них потомки Марии Тюдор. И вот раньше, когда была жива Элеонора, у Джейн были конкуренты не только среди кузин-принцесс, но и среди собственных теток. Элеонора была молода, могла родить сына, и тогда этот гипотетический мальчик, двоюродный брат Джейн, оказался бы в очереди перед ней. Потому что в XVI веке мужчина, даже младше по рождению, имел приоритет перед женщиной. Теперь Элеоноры нет. Ее дочь Маргарита – девочка. Что это значит? А то, что Джейн Грей стала первой в очереди среди потомков Марии Тюдор. Давайте еще раз медленно, чтобы никто не запутался. Лестница престола наследия после 27 сентября 1547 года выглядела так. Эдуард VI, король, сын Генриха VIII. Если у него будут дети, они пойдут первыми. Но пока детей нет, и королю всего 9. Вторая – Мария, старшая дочь Генриха. Католичка, которую многие не любят.
Но по закону она следующая. 3. Елизавета, младшая дочь Генриха VIII, протестантка, умница, красавица, но для многих она все еще дочь той самой Анны Болейн. И 4. Джейн Грей, старшая дочь Фрэнсис, внучка Марии Тюдор, правнучка Генриха VII. А после Джейн идут ее сестры Катерина и Мария, а уж потом маленькая Маргарита Клиффорд, дочь покойной Элеоноры. Понимаете, какая перемена? Раньше Джейн была где-то там, в конце длинной очереди, за принцессами, за тетками, за какими-то гипотетическими сыновьями, которые могли родиться. А теперь она 4-я в очереди на английский престол. 4-я! Это, конечно, не значит, что она вот-вот станет королевой. Впереди еще 3 человека, и каждый из них может прожить долгую-долгую жизнь и оставить после себя очень много наследников. Эдуард молод, ему всего-то 9. Он может жениться и нарожать детей. Мария в самом расцвете сил, она вполне способна родить. Елизавета подросток, у нее все впереди. Но мы с вами живем в мире, который знает, что случилось дальше. Мы знаем, что Эдуард проживет всего 6 лет и умрет в 16, так и не оставив наследников. Мы знаем, что Мария, несмотря на все свои попытки, так и не родит ребенка. Мы знаем, что Елизавета Великая, королева-девственница, сознательно откажется от брака и оставит трон без прямых наследников. Но в 1547 году этого никто не знает. Однако есть вещи, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, на троне сидит маленький мальчик, 9-летний король. Это всегда хрупкая конструкция. Болезнь, несчастный случай, дворцовый переворот. И все может рухнуть в одночасье. Во-вторых, Мария и Елизавета – женщины. Их права оспариваются. Их законорожденность ставится под сомнение. В-третьих, в стране религиозный раздрай. Эдуард – протестант, Мария – католичка, Елизавета – протестантка, но ее мать казнили, и многие считают ее бастардом. Любая смена власти – это риск гражданской войны. И в этой нестабильной, взрывоопасной ситуации Джейн Грей, протестантка, англичанка, внучка любимой сестры Генриха VIII, девушка без скандального прошлого и с безупречной репутацией, вдруг оказывается не где-то там, в конце очереди, а прямо за спинами принцесс. Понимаете теперь, почему в доме Греев все стало еще напряженнее? Почему уроки стали строже, требования еще жестче, контроль еще пристальнее? Потому что ставки выросли, потому что Фрэнсис видела цель уже не за горизонтом. Вот она, осталось только дождаться своего часа. Джейн, конечно, об этом не думала. Она сидела над своими книгами, но судьба уже все решила. 27 сентября 1547 года Джейн сделала свой первый шаг к эшафоту. Друзья мои, я уверена, у многих из вас сейчас возник вполне резонный вопрос. Подождите, а при чем тут вообще Джейн? Ведь ее мать Фрэнсис жива, здорова, полна сил и стоит в очереди на трон перед своей дочерью. Почему же на шахматную доску выставили ребенка, а не взрослую женщину? Давайте я вам объясню, потому что в эту игру играли люди не просто умные, а запредельно циничные. Смотрите сами. Фрэнсис Брэндон – женщина в самом расцвете лет, с очень острым характером, стальной хваткой, и, что немаловажно, она уже замужем. Посадить такую на трон, да лорды-советники в Лондоне при одной мысли об этом покрывались холодным потом. Фрэнсис невозможно контролировать, ей нельзя диктовать условия. И на ней невозможно женить нужного человека. В мире большой политики XVI века взрослая, амбициозная женщина – это угроза. И Фрэнсис, поверьте мне, прекрасно это понимала. Она знала, попытайся она сама надеть корону, утром она просто не проснется. А вот Джейн – это совсем другое дело. Маленькая девочка вундеркинд, незамужняя, свободная от обязательств и, как всем казалось, абсолютно послушная. Это был идеальный пластилин, из которого великие игроки, включая ее собственную мать, собирались вылепить нужную им королеву. Фрэнсис совершила, пожалуй, самый холодный расчет в истории материнства. Она добровольно отошла в тень, решив не метить на трон сама. Вместо этого она превратила свою дочь в живой таран. Она буквально отдала своего ребенка на растерзание волкам большой политики, решив, что титул матери королевы куда безопаснее и выгоднее, чем сама корона.
Так, Джейн Грей, сама того не желая, стала главной ставкой в игре, где ее чувства и желания не стоили ломаного гроша. А теперь, когда мы разобрались с этим семейным подрядом, давайте посмотрим, что же было дальше. Жил-был в те времена в Англии один мальчик. Ему было 9 лет. Он был сирота. Ни мамы, ни папы, только 2 дяди, которые его воспитывали. Ну как воспитывали? Каждый из них, честно говоря, в первую очередь любил себя, а потом уже мальчика. И мальчик этот, сам того не желая, оказался в центре большой политической игры, где его здоровье, его брак и даже его смерть стали разменными монетами. Звали этого мальчика Эдуард, 6-й, если быть точными. Знаете, в сказках дяди обычно защищают племянников-сирот. Но в тюдоровской Англии дядя в первую очередь любил власть. Эдуард Сеймур объявил себя лордом-протектором. Звучит красиво. Но по факту он стал королем без короны, отодвинув племянника в тень. У дядюшки Эдуарда были поистине имперские замашки. Он не разменивался на мелочи. Его главной мечтой было то, чего не смог добиться даже Генрих VIII – объединить Англию и Шотландию в одно мощное государство. И план у него был, казалось, идеальный – женить нашего маленького Эдуарда на крошечной королеве Шотландии Марии Стюарт. Представьте себе этот политический Диснейленд. 2 ребенка монарха играют, а дядюшка Сеймур правит всем островом. Это вознесло бы его на такую высоту, что сами Тюдоры показались бы просто соседями по даче. Но шотландцы народ, как назло, суровый. Они сказали: «Спасибо, нам и без ваших союзов, в общем-то, неплохо», и спрятали свою Марию. Сеймур пришел в ярость и начал войну, которую историки назовут грубым сватовством. Он сжег шотландские деревни, пытаясь силой вырвать невесту для племянника. Когда стало ясно, что Мария Стюарт уплыла во Францию и шотландский проект лопнул, дядюшка не растерялся. Он тут же развернул корабль в сторону Парижа. «Не хотите шотландку? Дадим ему французскую принцессу Елизавету Валуа», – решил Сеймур. Ему было абсолютно плевать, что чувствует мальчик-сирота и хочет ли он вообще жениться. Для Эдуарда Сеймура маленький король был просто печатью, которой он скреплял международные договоры. Он строил империю, пока его племянник медленно угасал от болезни и одиночества в своих золотых покоях. Но пока старший брат играл в большие шахматы на карте Европы, младший брат Томас уже готовил свой тихий удар внутри страны. И его главным оружием, как вы догадались, была наша маленькая Джейн. Ну что, друзья мои, готовы? На сцену, сверкая белозубой улыбкой и поправляя дорогой камзол, вновь влетает наш старый знакомый Томас Сеймур. Помните его? Младший брат лорда-протектора, адмирал Англии, человек, который смотрит на трон и думает: «Блин, ну почему там не я? Ну почему все, как назло, достается старшему?» Давайте подведем краткую инвентаризацию активов нашего адмирала на текущий момент. Итак, что мы имеем в кармане у Томаса? Он женат на Екатерине Парр, вдове Генриха VIII. Солидно. В его доме живет и воспитывается юная принцесса Елизавета, будущая королева. Перспективно. Казалось бы, Томас, сиди тихо, пей эль, радуйся жизни. Но нет, нашему герою срочно нужны были таблетки от жадности, причем в промышленных масштабах. Елизавета в доме – это, конечно, хорошо, но ведь трон-то под племянником Эдуардом, а значит, нужно брать быка за рога. Пока его старший брат Эдуард Сеймур, аки Наполеон местного разлива, скакал по границам, пытаясь силой выдать за короля шотландскую принцессу или французскую мадемуазель, Томас решил: зачем нам этот сложный импорт? Зачем нам эти острова, эти пушки и международные скандалы? Мы все сделаем по-домашнему, уютно, по-семейному. И тут в его хитрую голову приходит гениальный и абсолютно наглый план – Джейн Грей. Смотрите, как рассуждал наш адмирал. Джейн – девочка из своих, тюдоровской крови. Она протестантка до мозга костей. Эдуарду понравится. А главное, она маленькая, ей легко управлять. Если я женю племянника короля на Джейн, думал Томас,
что я стану не просто дядей, а кукловодом всего королевства. Я буду разливать чай в их спальне и нашептывать королю на ушко нужные указы. Это же идеальный стартап. Но был один нюанс. Чтобы провернуть эту великую свадьбу и стать теневым королем Англии, Джейн нужно было сначала изъять из родительского дома. Она же сидит под замком у мамы диктатора. А теперь, друзья мои, внимание, следите за руками. Сейчас мы увидим, как Томас Сеймур превращается в добрую фею и идет договариваться с родителями Джейн. Спойлер, никакой магии, только холодный расчет, мешок золота и очень-очень много лапши на ушах у Фрэнсис Грей. В XVI веке существовала милая традиция под названием опека. Это когда знатные родители отдавали своих детей в более крутые дома на воспитание. Чтобы ребенок научился правильно кланяться, не ковыряться в носу за столом и завел нужные связи. Обычно это делалось бесплатно, чисто из уважения к принимающей стороне или как знак великой лояльности. Но на сцену выходят наши герои – адмирал Томас Сеймур и герцогиня Фрэнсис Грей. И тут, знаете ли, встретились два одиночества, которым срочно требовалось не только таблетки от жадности, но и целый курс терапии по дефициту совести. Томас выкладывает перед Фрэнсис бизнес-план. «Слушай, дорогая, — говорит он, — я дядя короля. Мальчик смотрит мне в рот. Отдай мне свою Джейн, она будет жить в моем доме. Я обучу ее всему, а потом, следите за руками, я просто женю на ней короля Эдуарда. Это самый короткий путь к трону для тебя и гарантия власти для меня». Фрэнсис, которая, как мы помним, дочку не то чтобы сильно прям баловала. В общем, план оценила. Но Томас решил перестраховаться и достал тяжелую артиллерию – деньги. Чтобы вы понимали масштаб, Томас вывалил за право опеки над Джейн 2000 фунтов. Для тех времен это была сумма из разряда «полет в космос». На эти деньги можно было купить пару деревень со всеми потрохами, крестьянами, коровами и даже местным священником. Давайте переведем на наши деньги, чтобы даже голуби за окном поняли. Представьте, к вам в квартиру заходит условный арабский шейх, выкладывает на кухонный стол кейс с 5 миллионами долларов и говорит: «Вот вам на мелкие расходы, отдайте мне вашу дочь, я ее пропишу у себя в пентхаусе, а потом выдам замуж за нашего принца». Может, она, конечно, и не будет единственной женой, но зато в короне. И что делает наша любящая мать Фрэнсис? Она даже не попросила время на раздумье. Она просто пересчитала монеты и помогла Джейн собрать чемоданы. Так свершилась сделка века. Томас Сеймур официально купил себе право распоряжаться браком юной Джейн Грей. Он купил ее будущее, ее сердце, ее подпись под любым брачным контрактом. Карета подана, господа. 10-летняя девочка отправляется в дом к чужому дяде, который видит в ней не человека, а очень выгодную инвестицию. Но знаете, что самое ироничное? Наш адмирал-комбинатор даже не догадывался, что, продав дочь в рабство, Фрэнсис невольно подарила ей единственный год настоящего счастья. Представьте себе, вы Джейн Грей, вам 11 лет, вы вундеркинд. Но вы при этом девочка, которая боится собственной тени, которая за каждую ошибку ждет удара, которая привыкла, что взрослые – это те, кто командует, наказывает, требует, которые никогда не хвалят, потому что хвала расслабляет, а наказывает, потому что розги спасают душу. И тут происходит нечто. Вас покупают. Звучит, конечно, мерзко. Вы трясетесь всю дорогу, сжимая в руках книгу и моля Бога, чтобы там, куда вас везут, было не страшнее, чем дома. Карета останавливается, вас выводят, и вы попадаете в совершенно другой мир. Забудьте об адмирале Томасе. Он был слишком занят интригами, чтобы заниматься воспитанием. Наша Джейн попадает в нежные, заботливые и, что самое важное, невероятно умные руки Екатерины Парр, той самой женщины, которая знала, знания должны приносить свет, а не синяки. И вот тут начинается самое интересное. Представьте себе эту женскую сборную мечты под одной крышей. В этом же доме живет другая девочка. Ее зовут Елизавета. Она на несколько лет старше Джейн. Она дочь Анны Болейн, которую казнили, когда девочке было неполных 3 года.
Она тоже знает, что такое страх. Она тоже выросла в мире, где взрослые опасны. Но она совсем другая. Она пламя, рыжеволосая, острая на язык, яркая. Она говорит на 5 языках, но не выставляет это на показ. Она играет на лютне, танцует, смеется громко и заразительно. Она львица, даже если пока еще маленькая. А наша Джейн, она тихая хранительница мудрости, жемчужина в чернильнице. Вот так. 2 самые умные девочки Англии оказались в одном доме. И знаете что? Они стали подругами. Джейн наконец-то нашла человека, который понимал ее с полуслова. Это не младшие сестренки, с которыми нужно играть в куклы. Это Елизавета, с которой можно до рассвета спорить о греческой философии или тонкостях теологии. Отдадим должное Томасу Сеймуру. На инвестиции он не экономил. У девочек были лучшие учителя. Самые редкие манускрипты и полная свобода в обучении. Джейн впервые в жизни начала смеяться. Она вдруг осознала невероятную вещь. Оказывается, за ошибку в латинском глаголе тебя не щипают и не бьют. Екатерина Парр просто улыбалась и поправляла ее. Для Джейн это было сродни магии. Она обрела не просто наставницу, а настоящую мать. Ту, которой у нее, по сути, никогда не было. Это был год абсолютного, кристального, чистого счастья. Время, когда можно было просто дышать, просто учиться и просто дружить. 2 разные девочки, яркое пламя Елизаветы и ровный свет Джейн, согревали друг друга в этом коротком затишье. К сожалению, мы знаем, что в истории Тюдоров счастье – товар дефицитный. Этот год станет для Джейн единственным светлым воспоминанием, которое она пронесет с собой через все испытания. Но пока в камине трещат дрова, на столе лежат книги, а Екатерина Парр поправляет одеяло спящей Джейн. Но за окном уже собрались тучи. И вот мы подходим к моменту, когда красивая сказка о девочке вундеркинде начинает превращаться в исторический хоррор. Знаете, глядя на все это с высоты нашего времени, хочется сказать, если бы на месте Томаса Сеймура был кто-то более хладнокровный и умный, история Англии могла бы пойти по совсем другому пути. Ведь юный король Эдуард VI и наша Джейн Грей действительно были близки. Они были ровесниками одной крови. Они обожали книги и греческие манускрипты. Между ними была та редкая интеллектуальная химия, из которой вырастают идеальные династические браки. И если бы все провернули тонко, по-умному, кто знает, может, Джейн и стала бы королевой не на 9 дней, а на десятилетия. Но, как мы помним, у руля стоял Томас Сеймур. А Томас был из тех, кто умудряется сжечь дом, пытаясь пожарить яичницу. Все начало сыпаться с его катастрофической, недопустимой ошибки. Вы помните эти скандальные истории с юной Елизаветой. Утренние визиты в ее спальню, флирт на грани фола, порезанное платье. В итоге Елизавету отослали из дома. Наша Джейн осталась без своей единственной подруги. А дальше еще страшнее. Екатерина Парр, та самая женщина, которая заменила Джейн мать, беременная. И поведение Томаса в этот период, мягко говоря, не добавляло ей душевного спокойствия. Он буквально доводил жену до слез своими выходками. Чем закончилась эта беременность, вы, к сожалению, знаете. Нет, Томас ее не травил, хотя слухи ходили разные. Екатерину погубила суровая реальность того времени, антисанитария, немытые руки акушерок и послеродовая горячка. В сентябре 1548 года ангел-хранитель покидает этот мир. И вот теперь вдумайтесь в эту ситуацию. Прошел год счастья, рай разрушен. Елизаветы нет, она уехала. Екатерина Парр в могиле. И наша 12-летняя Джейн Грей остается в огромном пустеющем доме один на один со взрослым мужчиной, который окончательно сорвался с цепи. Томас Сеймур потерял жену, потерял репутацию, но не потерял свои безумные амбиции. Он все еще считает Джейн своим золотым активом и начинает вести игру, которая попахивает уже не просто интригой, а государственным безумием. Ребенок оказался в заложниках у человека, которому нечего терять. Друзья мои, давайте на минуту отвлечемся от высоких слов о политике и разберем на пальцах, что же натворил Томас Сеймур в ту роковую ночь.
Потому что я уверена, многие из вас смотрели наш прошлый ролик, где мелькнула эта история, но так до конца и не поняли, зачем взрослому дядьке ночью лезть в королевские покои с пистолетом, убивать бедную собачку и потом удивляться, почему его арестовали. А логика у него была простая и страшная, как в плохом кино про похитителей. Поймите главный закон того времени. Кто владеет телом короля, тот владеет всей Англией. У Томаса в руках был золотой актив, наша Джейн Грей. Но этот актив ничего не стоил, пока его старший брат, лорд-протектор, держал маленького короля под замком и планировал женить его на ком угодно, только не на Джейн. Томас понял, время уходит, ставки растут. В его безумной голове созрел план ва-банк – похитить племянника короля, увезти его в свой замок и там, под дулом пистолета или за гору сладостей, заставить пацана подписать согласие на брак с Джейн. Вуаля! Один росчерк пера, и Томас становится тестем короля и фактически правителем страны. Но, друзья мои, когда идешь на дело с пистолетом в одной руке и планом захвата мира в другой, всегда найдется маленькая деталь, которая все испортит. В нашем случае это был верный спаниель короля, спавший у дверей его спальни. Представьте картину. Ночь, тишина, адмирал Англии крадется по темному коридору. И тут маленькая собачка начинает лаять. Томас, у которого нервы уже были натянуты как струны, делает самое глупое, что можно представить. Он стреляет в пса. Грохот выстрела в спящем дворце прозвучал как гром среди ясного неба. Охрана на ногах. Король в ужасе просыпается и видит дядю с пистолетом над трупом своего любимца. Все, конец. Это не просто зашел в гости, это попытка государственного переворота и покушение на монарха. Томас Сеймур пережил свою жену Екатерину Парр всего на полгода. В марте 1449 его голову отделили от плеч. Ирония судьбы. Его собственный брат подписал этот приговор. А что же наша Джейн? А теперь вдумайтесь в ее положение. Ей всего 12. За 1 год она потеряла все. Единственную подругу Елизавету, заботливую Екатерину Парр. Ее покровитель казнен как предатель. А она сама, она теперь не будущая королева, а главная улика в грязном деле о заговоре. А теперь давайте на секундочку закроем глаза и представим этот тихий ужас. Карета останавливается у ворот родного дома. 12-летняя Джейн, которая еще вчера обсуждала греческих классиков с королевой и смеялась в компании Елизаветы, выходит на гравий. И вместо объятий она видит ледяной, испепеляющий взгляд матери. Давайте будем честны. В глазах тогдашнего общества Джейн была официально опозорена, хотя ее вины было 0. Но кого в XVI веке интересовала справедливость? Для всех она стала той самой девчонкой, которую авантюрист Сеймур хотел подложить под короля. Испорченный товар. Как к этому отнеслась Фрэнсис? Представьте себе ярость человека, у которого отобрали выигрышный лотерейный билет за секунду до выплаты. Для Фрэнсис дочь была не ребенком, а активом, как мы помним. И этот актив резко упал в цене до 0. Мало того, что амбиции стать матерью королевы пошли прахом, так это еще ударило по кошельку. Эти гигантские 2000 фунтов пришлось вернуть. Фрэнсис смотрела на Джейн и видела в ней ходячую катастрофу, убыток и позор семьи. И вот тут начался настоящий кошмар. Если раньше Фрэнсис была просто строгой, то теперь она стала палачом. Дисциплина в доме превратилась в пытку. Представьте, эта хрупкая девочка-подросток должна была часами стоять в присутствии родителей, не имея права не то чтобы присесть, а просто опереться о стену. Любое движение, любой вздох, неидеальный реверанс или просто неправильный взгляд вызывали у Фрэнсис приступ ярости. В ход шли не только крики, но и те самые щипки и пинки. Это был ад, возведенный в степень. Дома не было ни одного уголка, где Джейн могла бы чувствовать себя в безопасности. Единственным ее убежищем, ее крепостью и ее обезболивающим стали книги. Пока мать издевалась над ее телом, Джейн улетала душой в Древний Рим, в Грецию. Она поняла, люди могут предать, мать может бить, но Платон и Сократ всегда будут на ее стороне.
Друзья мои, неизвестно, чем бы закончилась эта мрачная история домашнего насилия и разбитых надежд, если бы не один человек. В те годы в Англии жил и процветал Роджер Эшем. Чтобы вы понимали масштаб личности, это был не просто учитель, это была суперзвезда тогдашней гуманитарной науки. Эшем был личным наставником принцессы Елизаветы и близким другом учителя нашей Джейн, Джона Эйлмера. И, конечно, не услышать о девочке вундеркинде он просто не мог. Профессорская почта работала исправно. Эйлмер постоянно писал другу в Лондон восторженные письма о невероятном таланте своей ученицы. И вот, летом 1550 года, перед отъездом в большую дипломатическую поездку по Европе, Эшем решает: заеду, посмотрю на это чудо природы. Друзья мои, представьте себе эту картину. Роджер Эшем въезжает в ворота поместья. В парке стоит невообразимый гвалт, лай своры собак, ржание коней, пьяные выкрики гостей, приказы Фрэнсис. Вся усадьба, от лордов до писарей, ушла на большую охоту. Для тюдоровской знати это было главное развлечение – загнать и убить зверя. Эшем заходит в огромный пустеющий дом. В залах пугающая звенящая тишина. И вдруг он находит ее в своей скромной комнате. Одна-одинешенька сидит 13-летняя Джейн. Пока за окнами кипят страсти, эта хрупкая девочка склонилась над томиком Платона. И читает она его, друзья мои, не в переводе, а на чистейшем древнегреческом. Роджер Эшем замер на пороге, пораженный этим зрелищем. Ученый, который повидал немало умных людей, был шокирован не тем, что девочка умеет читать, а тем, что и как она читает в таком возрасте. Он подошел к ней и спросил: давайте представим этот тихий разговор. «Миледи, как же так? Весь дом в парке, там веселье, охота, олени. Почему вы здесь, а не с ними?» И вот тут Джейн, которая привыкла держать свою боль под замком, посмотрела на него и выдала фразу, которая эхом пронеслась через века. Она сказала: «Увы, добрый господин, все их веселье в парке – лишь тень того удовольствия, которое я нахожу в книгах. Знаете, в присутствии отца или матери, стою ли я, сижу ли, ем или пью, я должна делать это так идеально, как будто Бог сотворил мир. Иначе меня ждут такие жестокие упреки, такие щипки и пинки, что я считаю себя в аду». Роджер Эшем был потрясен до глубины души. Он увидел не просто умного ребенка, а заложницу в собственном доме. Он понял, что книги для Джейн – это не хобби, это единственное убежище от материнского террора. Эта встреча изменила все. Эшем уехал, но он разнес славу о святой деве Джейн по всей Европе. Она стала знаменитой не благодаря короне, а благодаря этому случайному визиту человека, который наконец-то ее услышал. А теперь давайте попробуем понять, что такое популярность в 1550 году. Это не миллионы лайков и не танцы в ТикТоке. В те времена настоящей суперзвездой можно было стать, только обладая колоссальным, почти пугающим интеллектом. Представьте, где-то в Англии сидит 13-летняя девочка. Она не ездит с гастролями, она не мелькает на балах, но ее имя гремит от Цюриха до Венеции. К ней тянулись не за селфи, а за мудростью величайшие умы Европы, суровые бородатые профессора теологии, перед которыми трепетали короли, начали писать ей письма. Для протестантского мира Джейн Грей стала живым знаменем, святой девой просвещения. Представьте этот почтовый роман с целой цивилизацией. Девочка-подросток на безупречной латыни и греческом обсуждает устройство мироздания с людьми, которые создавали историю. Но теперь, дорогие мои, приготовьте платки, потому что у этой золотой медали была черная ледяная сторона. Пока Джейн находила в этих письмах единственную отдушину, пока она вдыхала запах чернил, как воздух свободы, за ее спиной всегда стояла тень. Тень ее матери, Фрэнсис Грей. В этом доме любви было 0. Зато жажды наживы на 1000%. Фрэнсис быстро смекнула. Ее дочь – это не просто ребенок, это мировой бренд. Это дорогой актив, который внезапно вырос в цене.
Вы только вообразите этот ужасающий контраст. Джейн читает строки о высоком предназначении и бессмертии души, а над ней нависает мать. Она не гладит дочь по голове, она не гордится ее талантом, она стоит и буквально считывает выгоду. Требования к Джейн выросли до небес. Ты теперь лицо семьи, ты должна сидеть еще ровнее, ты должна отвечать еще мудрее, ты не имеешь права на ошибку, потому что ты наш лотерейный билет. Для Джейн письма ученых стали единственным спасением от реальности, где ее по-прежнему могли ударить за неправильный реверанс. Мать превратила гениальность дочери в строгий поводок. Чем выше летела слава Джейн над Европой, тем глубже она зарывалась в книги дома, чтобы не видеть ледяных глаз родителей, которые уже начали подсчитывать, за сколько и кому можно продать эту звезду во второй раз. И пока голуби за окном радовались солнцу, Джейн Грей понимала, ее разум принадлежит миру, но ее жизнь в руках людей, для которых она просто ценный пергамент, на котором они собираются написать свой кровавый указ. Друзья мои, но прежде чем мы погрузимся в саму пучину трагедии нашей Джейн, давайте вернемся к нашему старому знакомому, Эдуарду Сеймуру. Помните его? Гордый, статный лорд-протектор, старший дядя короля Эдуарда VI. В те времена он, по сути, и был королем Англии, настоящим. Мальчик-монарх был еще совсем ребенком, сиротой, который смотрел на дядю снизу вверх. Сеймур решал, с кем Англии воевать, на ком королю жениться и сколько налогов собирать. Казалось, власть его будет вечной. Но, как это часто бывает с людьми, которые забрались слишком высоко, у Эдуарда Сеймура началось головокружение от его успехов, и он начал совершать одну непростительную ошибку за другой. Итак, ошибка номер 1. Робин Гуд в шелках. Знаете, Сеймур решил поиграть в доброго дядюшку не только для короля, но и для всего народа. Он начал защищать бедных крестьян от жадных лордов, которые отбирали у людей общинные земли. Итог. Крестьяне его все равно особо-то и не полюбили, налоги-то он не отменил. А вот все богатые и влиятельные люди Англии пришли в бешенство. Они смотрели на Сеймура и думали: ты такой же, как и мы. С чего это ты взял, что можешь диктовать нам условия за счет наших кошельков? Так он нажил себе врагов среди тех, кто реально держал власть. Ошибка номер 2. Братская кровь. Мы же помним историю с его братом Томасом, тем самым, что застрелил собачку в спальне. Так вот, Эдуард Сеймур лично подписал смертный приговор родному брату. Для Англии XVI века это был жуткий черный пиар. Люди шептались за его спиной: если он родную кровь не пожалел ради власти, то кто для него мы? Никто, просто пыль. Доверие к нему рухнуло. Ошибка номер 3. Мебель начинает говорить. Самая фатальная его ошибка была в том, что он забыл, что мальчик-король вообще-то растет. Эдуард VI был ребенком не по годам холодным и очень наблюдательным. Дядя относился к нему как к красивой мебели. Мол, посиди на троне, подпиши бумажки и иди почитай молитвенник. Сеймур строил себе дворцы роскошнее королевских, тратил казну как свою собственную и совершенно не замечал, что племянник все уже понимает. И что племяннику это очень не нравится. И вот пока Сеймур почивал на лаврах, думая, что он схватил Бога за бороду, в Совете лордов уже вырос новый хищник. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше в пучину интриг, давайте по нашей доброй традиции совершим прыжок в прошлое. Ведь чтобы понять нашего следующего героя, нужно знать, какая кровь текла в его жилах. Итак, жили-были в Лондоне Дадли. И нет, это не были какие-то высокородные лорды с 1000 предков на портретах вроде Говардов. Это были простые, но чертовски зубастые джентльмены. И вот однажды один из них, звали его Эдмунд Дадли, решил, что мечом махать скучно, а вот пером и цифрами можно завоевать мир гораздо быстрее. Эдмунд стал не просто чиновником, он стал бухгалтером из ада при короле Генрихе VII. Что же такое он творил? Давайте я вам объясню на пальцах, чтобы даже те, кто в бухгалтерии, как и я, чувствуют себя нолем, все поняли. Представьте, что в наши дни появляется человек, который говорит: так, вы надели сегодня красную шапку? Ну, платите налог на яркость. У вас дома 3 окна? Так это ж налог на свет.
Вы вышли погулять? Так это же сбор за износ мостовой. Эдмунд Дадли вытащил из пыльных сундуков старые забытые законы столетней давности и начал штрафовать дворян, за все подряд. Не так низко поклонился — штраф. Не приехал на обед к королю — огромный штраф. У тебя слишком много слуг в ливреях — плати за роскошь. Он был гением по превращению воздуха в золотые монеты для королевской казны. И, как вы понимаете, за это его обожал король. Но ненавидели абсолютно все. Его ненавидели даже рыбы в Темзе, потому что, кажется, он и на них хотел ввести налог на чешую. В 1509 году, когда старый король умер, и на трон зашел молодой, красивый и желающий всем нравиться Генрих VIII, он понял, чтобы народ его полюбил с первого же дня, нужно принести жертву. И он указал пальцем на нашего бухгалтера. Это все он. Это он вас грабил, а я-то добрый. Эдмунду Дадли отрубили голову под радостный рев толпы. Казалось бы, на этом и сказочке конец. Как бы не так. У нашего казненного бухгалтера остался сын Джон. Мальчик, который в один день превратился из сына самого могущественного человека в сына государственного преступника. И вот тут-то и начинается самое интересное. Джон Дадли не стал обливать слезами портрет казненного отца, не целовал пыльные счеты и не клялся на крови отомстить всем Тюдорам. Он поступил гораздо хитрее. Он решил стать для короля Генриха VIII незаменимым. Знаете, это как если бы сегодня сына опального олигарха выгнали из дома, а он вместо того, чтобы жаловаться в соцсетях, пошел бы в спецназ и стал там самым лучшим. Что он начал делать? Джон понял, что Генрих VIII обожает две вещи – лесть и победы. И Дадли начал воевать. Он рубился с французами, он гонял шотландцев, он вел себя на поле боя так, будто у него в запасе 9 жизней. Со временем он так лихо начал командовать флотом, что король просто уже не мог его игнорировать. Генрих VIII посмотрел на него и сказал: «Слушай, твой отец, конечно, был занудным бухгалтером, но ты-то настоящий пес войны, а мне такие нужны». Шаг за шагом Джон возвращал себе все. Сначала доброе имя, потом рыцарство, потом земли. В итоге он стал графом Ориком. Когда Генрих VIII умер, а Джон Дадли уже был в высшей лиге. Он сидел в регентском совете рядом с братьями Сеймурами. И пока те ругались, кто из них главнее, Джон сидел в углу и, фигурально выражаясь, точил нож. Он был мастером тихой сапы. Он видел, как Эдуард Сеймур, тот самый лорд-протектор, совершает ошибку за ошибкой. Дадли не бежал к нему с советом. Он ждал. И вот наступил момент истины. Когда Сеймур окончательно запутался в своих реформах и настроил против себя всех лордов, Джон Дадли просто вышел из тени. Он не кричал, он не махал мечом, он просто сказал остальным лордам: «Ребята, а вам не кажется, что Сеймур ведет нас в пропасть? А давайте-ка выберем кого-то более адекватного». И этим адекватным, как бы вы думали, оказался он сам. В 1552 году он технично отправил своего бывшего коллегу Эдуарда Сеймура на тот самый эшафот, где когда-то закончил его отец. Круг замкнулся. Сын бухгалтера из ада стал герцогом и фактически некоронованным королем Англии. А теперь давайте я вам нарисую эту картину маслом, чтобы вы окончательно не запутались в этих лордах. Представьте, еще несколько лет назад наш Джон Дадли, еще не всесильный и ужасный, а просто один из лордов в совете, сидит на собрании, поправляет свой воротник и наблюдает феерическое шоу под названием «Томас Сеймур и его гениальные идеи». Вы же помните Томаса? Тот самый адмирал, убийца собачки. Помните? Так вот, Дадли смотрит, как этот энергичный идиот носится за своей протеже маленькой Джейн Грей, как с писаной торбой. Дадли, конечно, из чистого любопытства глянул, а что же там за девчонка, присмотрелся, и дух его папы-бухгалтера выдал: ого, правнучка Генриха VII, протестантка, да еще и на латыни шпарит. И в голове Дадли тогда щелкнуло. Он посмотрел на Томаса и подумал: девочка, товар, конечно, первоклассный, а вот Томас редкий идиот. Сеймур хотел использовать ее как мелкую разменную монету, а Дадли
А Дадли просто отложил эту информацию в памяти. Знаете, как мы откладываем в корзину нужные вещи на вырост, когда на нее еще нет денег, но мы точно знаем, что она нам пригодится. И как показала история, Томас Сеймур действительно оказался идиотом и закончился на плахе. А теперь переносимся в наше сегодня. Наш Джон Дадли уже лорд-протектор, некоронованный король Англии, он на вершине, у него все схвачено. И вот тут, в тишине дворца, раздается звук, от которого у Дадли по спине пробежал холодок. Король Эдуард VI начинает кашлять. А это, друзья мои, не наше время, когда при кашле пьешь сироп или вызываешь врача с антибиотиками. В 1553 году любой кашель короля – это не просто простуда, это жирный намек на скорые похороны. Это запах ладана и скрип топора палача, который уже заждался тех, кто у власти. Дадли – прагматик до мозга костей. Он понимает, если 15-летний Эдуард уйдет, на его место придет Мария-католичка. А для Дадли это значит одно – его карьера закончится примерно в районе шеи. И вот тут в его голове всплывает та самая закладка из прошлого. Он вспоминает девочку с книгой, ту самую инвестицию на вырост. Понимаете? Кашель короля стал для Дадли сигналом. Пора доставать Джейн из архива памяти и превращать ее из тихой отличницы в главный козырь своей жизни. Давайте я вам разложу эти карты так, чтобы все стало предельно ясно. Представьте, вы на вершине власти. У вас в руках вся Англия, но ваша удача висит на волоске, который называется «здоровье подростка». Дадли сел за стол, взял перо и начал высчитывать риски. Кто у нас следующий в очереди на трон, если с королем что-то случится? Правильно, Мария, фанатичная католичка. И для Дадли это не просто смена политического курса, это личный эшафот. Мария помнила все, как он притеснял Веру, как он манипулировал ее братом. Приход Марии для Дадли означало одно – его голова совершит короткое путешествие от плеч в корзину палача. А кто такая наша Джейн Грей? А Джейн – это джекпот. В ее жилах течет та самая тюдоровская кровь. Она не просто протестантка, она рок-звезда протестантской Европы. Ее имя знают в Цюрихе, ее превозносят в Женеве. Усадить такую девочку рядом с королем – это значит получить поддержку всего прогрессивного мира того времени. А наш юный король недавно перенес корь и оспу, казалось бы, выкарабкался. Но в XVI веке иммунитет после таких болезней превращался в решето. Король начал болеть подозрительно часто. Сначала легкая простуда, потом затяжной кашель. Ученые люди в мантиях тогда хмурились, а Дадли чувствовал, как под ним качается земля. Он понимал, времени на авось нет. Если Эдуард не оставит после себя наследника протестанта, Англия вернется в лоно Рима, а Дадли в сырую землю Тауэра. Ему нужно было действовать на опережение. Выбор пал на Джейн не потому, что она была милой или умной. Она была единственным щитом, который мог прикрыть голову Дадли от гнева Марии. Она была запасным королем в его рукаве. Дадли смотрел на кашляющего мальчика-короля и уже видел в уме заголовки будущих указов. Он понял, нужно срочно женить Эдуарда на Джейн. Пусть они создадут идеальную пару, пусть родят наследника. И тогда Мария Тюдор останется просто злой теткой в поместье, а Дадли сохранит свою власть навсегда. В общем, как только король закашлял, Дадли не стал ждать, пока тот выплюнет легкие. Он сел на коня и отправился к родителям Джейн. Зачем? Ему нужно было официальное согласие матери и отца. Без Фрэнсис этот план не стоил и ломаного пенни, ведь она внучка короля, и именно через нее идет право Джейн на трон. Представьте эту встречу двух акул в одной гостиной. Дадли не стал ходить вокруг да около. Он выложил карты на стол. Фрэнсис, король слаб. Мария – это конец для нас всех. Но у нас есть Джейн. Давайте сделаем ее королевой Англии. Вы получите власть, а я гарантия безопасности. Вы думаете, Фрэнсис побежала советоваться с дочерью или спросила, хочет ли Джейн этого? Ха! Она вцепилась в это предложение мертвой хваткой. Это была сделка века. Два самых расчетливых человека Англии договорились использовать ребенка как таран, чтобы пробить себе путь к вечной власти.
Фрэнсис гарантировала Дадли, что Джейн будет делать все, что ей прикажут. В этот день судьба девочки была окончательно запечатана. Пока Джейн в своей комнате читала Платона о справедливости, внизу, за бокалом вина, ее мать и добрый дядя Дадли уже делили ее жизнь, ее трон и, как позже выяснится, ее голову. Друзья мои, давайте на минутку оставим в сторону карты, интриги и жадные лица лордов. Я хочу познакомить вас с тем, кто в этой истории стал самым одиноким. Ознакомьтесь еще раз, кстати. Эдуард VI. Знаете, мы привыкли завидовать королям. Золото, троны, почести. Но представьте себе этого мальчика. Он стал круглым сиротой, когда ему не было и 10. Мать он не знал вовсе. Она умерла через 2 недели после его рождения. Отец, грозный Генрих VIII, любил его, как проект, как наследника. В 9 лет на этого ребенка надели корону весом в несколько килограммов и сказали: «Теперь ты глава церкви и государства». И с этого момента его жизнь превратилась в бесконечный урок латыни и абсолютно звенящее одиночество. У него не было детства, у него были только обязанности и бесконечное «вы должны». А теперь представьте, 1552 год. В XVI веке медицина была лотереей, где призом была просто жизнь. Эдуарду 15. Он только-только начинает чувствовать себя мужчиной, хочет править сам. И тут судьба наносит двойной удар. Мальчик заболевает одновременно корью и оспой. Вот только вообразите, жар, ломота в костях, страшная сыпь, бред. В те времена это был почти 100% билет в один конец. Но Эдуард боец. Он выкарабкался. Весь двор выдохнул. Чудо! Бог хранит нашего короля. Мальчик снова встал на ноги, начал улыбаться, строить планы. И тут пришел он. Тихий, сухой кашель. Сначала на него никто не обратил внимания. Простудился после болезни, бывает. Да и сам Эдуард, наверное, думал: ерунда, я же победил оспу. Что мне какой-то там кашель? И именно в этот момент к нему заходит его верный Дадли. Он сообщает ему о Джейн. И знаете, для Эдуарда это было как луч света. Ему предложили в жены не какую-то заморскую принцессу-младенца или старую тетку из Испании. Ему предложили Джейн Грей, его кузину, девочку, которая читала те же книги, что и он, которая понимала его с полуслова. Она была умной, она была своей. Представьте, как забилось его сердце. Это была надежда, первая настоящая надежда в его жизни. Но кашель не уходил. Он становился все глубже, все надрывнее. По ночам Эдуард просыпался от того, что ему не хватало воздуха. Лихорадка начинала сжигать его изнутри. Он слабел. Его руки стали прозрачными, как пергамент. Но он все еще верил в судьбу и в будущее. И вот он, роковой момент. Обычное утро. Король заходится в очередном приступе кашля, прижимая к губам белоснежный шелковый платок с вышитой короной. Приступ заканчивается, он отнимает платок и замирает. На ослепительном шелке ярко-алые горячие пятна. Кровь. В XVI веке этот алый след на платке означал только одно. Это был смертный приговор, написанный самой природой. Мальчик смотрел на эту кровь и понимал: никакой свадьбы не будет, никакого будущего нет. Трон, о котором мечтали все, превращался в его надгробие. Что такое туберкулез или чехотка, как тогда шептали в ужасе, в 1553 году? Сегодня это лечится курсом таблеток, но в те времена это был белый саван, который медленно и неотвратимо окутывал человека. Это означало, что легкие короля буквально сгорают. Для медицины того времени это был тупик. Никакие молитвы, никакие отвары не могли остановить этот процесс. С момента появления крови на платке часы в королевских покоях начали тикать в обратном направлении. Отсчет пошел не на годы, на месяцы, а может и недели. И первым, кто это понял, был дядя Дадли. Представьте его лицо в этот момент. Он заходит в спальню, видит бледного мальчика и этот несчастный платок. В глазах Дадли в ту же секунду гаснет сочувствие и загорается ледяной математический расчет. Бухгалтер из ада внутри него мгновенно подвел баланс. Король не жилец. Свадьба Эдуарда и Джейн бессмысленна. Вдова короля без наследника – это политический труп. Если Эдуард умрет сейчас, как вы помните, корона уходит Марии, а голова Дадли – палачу. И вот тут наша история вступает в свою самую страшную, самую циничную фазу.
Дадли не пошел звать лучших врачей, чтобы облегчить страдания мальчика. Он пошел переписывать сценарий. В его голове план А, Джейн, жена короля, рассыпался в прах, и на его место возник чудовищный план Б. «Раз ты умираешь, мой мальчик, — думал Дадли, глядя на кашляющего короля, — ты должен успеть сделать для меня последнее очень важное дело. Ты должен отдать корону Джейн, а саму Джейн я заберу в свою семью прямо сейчас, пока ты еще можешь держать перо». А теперь, друзья мои, внимание на экран. Давайте поближе познакомимся с семьей, в которую наш добрый дядя Дадли решил так гостеприимно ввести Джейн. И, как вы понимаете, ввести не просто на чай с плюшками, а очень с конкретной целью – сделать одного из своих сыновей королем Англии. Ну а что? Мило, по-семейному. Помочь ребенку с карьерным ростом. Что здесь такого? В общем, давайте посмотрим на этот семейный подряд хищников, где каждый обед превращался в совет директоров по захвату мира. Знакомьтесь, во главе стола наш старый знакомый Джон Дадли. И, как подобает солидному человеку XVI века, тыл у него был прикрыт железно. Его супруга Джейн Гилфорд расстаралась на славу и родила мужу 13 детей. Правда. Естественный отбор в те времена работал жестко, поэтому до момента нашего рассказа в строю остались далеко не все. Но те, кто выжил, были как на подбор. Амбициозные, статные и очень опасные. Давайте проведем перекличку по старшинству. Джон Дадли-младший, граф Уорик, наследник империи, папина правая рука, его копия и гордость. Но вот незадача. Для нашего плана Джон уже был глубоко и официально женат на дочке того самого Сеймура. В общем, вакансия короля тут как бы занята семейным бытом. Амброуз Дадли, крепкий орешек, суровый вояка, человек дела. Если надо кого-то осадить или штурмовать, это к нему. Но и тут облом. Амброуз тоже был окольцован. Для большой политики в качестве жениха он уже не годился. Роберт Дадли. О, это мой любимчик. Красавец, харизматик, наездник, от которого дамы теряли покой. И вот тут ирония судьбы. Папенька в свое время расслабился и разрешил Роберту жениться по большой любви на Эми Робсарт. Кто же знал, что через пару лет Дадли-старшему позарез понадобится свободный принц? А Роберт в это время вовсю дружил с принцессой Елизаветой. Запомните этот факт, он нам еще аукнется. Но для Джейн он был занят. Генри Дадли, еще один боевой парень, всегда готовый к подвигам, но, как вы понимаете, в иерархии Дадли он стоял чуть дальше от главных рычагов управления. А что там с девочками? У нас была и Мэри Дадли, умница и красавица, которая уже была выдана замуж, и оставалась на выдане только младшая, Кэтрин Дадли. Запомните ее, папа приберег ее для очень важного юридического маневра. А теперь давайте посчитаем на пальцах. Джон занят, Амброуз занят, Роберт женат по любви. Эх ты, Ромео недоделанный. Кто ж остается в сухом остатке? Кто у нас тот самый счастливый лот, свободная касса английской короны? Барабанная дробь. Встречайте, Гилфорд Дадли. 4-й выживший сын. Юный, ослепительно красивый и, что самое важное для папы, абсолютно холостой. Единственный свободный ресурс в этой хищной семье. Именно на него пал выбор великого комбинатора Джона Дадли. Представьте себе, король Эдуард кашляет все громче. Мария Тюдор уже точит зубы в своем поместье, а Дадли смотрит на своего младшего сына и думает: ну что, сынок, кажется, пришло время тебе поработать королем. Костюм я уже заказал, невесту выбрал, осталось только уговорить невестинскую маму. А теперь, друзья мои, давайте выставим нашего жениха и невеста на один подиум. С одной стороны Джейн, девушка-отличница, которая корпит над учебниками, знает греческий лучше, чем свой родной, и в свободное время дискутирует о бессмертии души. Она ищет в мужчине глубину, интеллект, кого-то вроде Эдуарда, тихого книжного мальчика, с которым можно обсудить тонкости богословия под чашечку травяного чая. А с другой стороны Гилфорд Дадли. Представьте себе типичного золотого мальчика, тиктокера XVI века. Пока Джейн разбирала цитаты античных философов, Гилфорд 3 часа выбирал, какого оттенка гульфик лучше подходит к его новым бархатным панталонам.
Если бы в те времена был Инстаграм, лента Гилфорда состояла бы исключительно из зеркальных селфи в полный рост и, разумеется, с собственным лайком. Они были не просто не пара, они были существами с разных планет. Джейн читала книги, Гилфорд, возможно, рассматривал в них картинки, если там были нарисованы красивые кавалеры. Для него корона Англии была не тяжким бременем ответственности, а просто очень дорогим аксессуаром, который безумно подходил к цвету его глаз. Король, вау, звучит хайпово. Буду самым стильным монархом в Европе. Примерно так можно описать ход его мыслей. Но, как вы понимаете, мнение Джейн в этом тендере на ее жизнь никого не интересовало. Дадли был уверен, стерпится, слюбится. А не слюбится, так корона все сгладит. С этой железной уверенностью наш комбинатор отправляется к маме Фрэнсис. Ведь он знает, Джейн будет делать ровно то, что скажет мама. А мама уже видит себя в первых рядах на коронации. Маркиз Пюре теряет терпение. Ставьте лайк немедленно, иначе мы потратим следующие 54 минуты на детальное обсуждение того, почему Гилфорд выбрал берет цвета пыльная роза под свои новые чулки. Не доводите кота до греха. Друзья мои, мы не будем подслушивать у замочной скважины и передавать вам каждое слово из того долгого и очень теплого разговора между Джоном Дадли и нашей дорогой маменькой Фрэнсис. Скажем коротко. Две акулы Тюдоровского политического океана сошлись на том, что детей нужно срочно, просто в режиме экспресс поженить. Главное условие – успеть, пока несчастный король Эдуард окончательно не спустил дух. Все было решено, капиталы объединили, корону в уме примерили, руки пожали. Осталась сущая мелочь – сообщить об этом невесте. И вот тут мы переходим к самому тяжелому. Вы помните нашу Джейн? Девушку, которая мечтала о тишине, книгах и, возможно, о ком-то, кто оценит ее ум, а не ее родословную. И вот представьте, в ее комнату врывается маменька с известием, что завтра свадьба, и жених не принц из ее грез, а Гилфорд, тот самый бежевый персик в панталонах. Джейн, в которой гордости было не меньше, чем у всех Тюдоров вместе взятых, сказала свое твердое «нет». Она плакала, она умоляла, она говорила, что этот брак ошибка. Но в доме Грей слово «нет» в адрес амбиций Фрэнсис не принималось. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Да, друзья, маменька Фрэнсис не стала тратить время на психологические тренинги. Она просто избила дочь. Избила так, что на нежной коже остались синяки, которые на следующий день придется спрятать под слоями тяжелого бархата и драгоценных камней. Джейн сломали физически, чтобы она не смела сопротивляться политически. И вот, пока за стенами дворца умирал ее единственный друг-король, саму Джейн, заплаканную и израненную, уже облачали в венчальный наряд. Назначалась свадьба, которая пахла не розами, а насилием и подступающей бедой. А теперь опять давайте обратим внимание на нашего дядюшку Дадли. Этот человек прекрасно понимал, сесть на трон – это только половина дела. Чтобы на нем удержаться, нужно обложить этот самый трон своими преданными до мозга костей людьми. Его план по захвату власти в Англии был циничен, масштабен и предельно прост. Дадли решил не просто прийти к власти, а буквально опутать ее родственными связями, как паутиной. И первый, самый дерзкий шаг в этой шахматной партии был сделан именно в этот день. Запишите себе эту дату красным карандашом. 25 мая 1553 года. Запомните эту дату, потому что именно в этот день в Лондоне прогремела та самая знаменитая тройная свадьба. Но не думайте, что это был праздник любви. Это была спецоперация по приватизации целой страны. Вы спросите меня, почему свадьба тройная? Неужели у Дадли закончились деньги на 3 отдельных банкета? О нет, дело не в экономии. Это была геополитическая спецоперация. Главный лот – наша несчастная Джейн и великолепный Гилфорд. Представьте этот контраст. Жених сияет, как начищенный медный таз. На нем камзол оттенка пылающий закат над Болоньей и панталоны цвета абрикосовое желе урожай 1552. Он ловит каждое свое отражение в серебряных кубках и кажется искренне влюблен в зеркало. А рядом стоит Джейн. Друзья, это не шутки. Под тяжелой парчой и каскадами жемчуга все ее тело в синяках. Маменька Фрэнсис накануне так усердно вколачивала в дочь семейные ценности, что девушка едва держалась на ногах.
Она не невеста, она военный трофей в этой золотой клетке. И второй эшелон – младшая сестра Джейн Катерина Грей и Генри Герберт. Зачем это нужно Дадли? Все просто. Генри был сыном графа Пембрука, одного из самых богатых и влиятельных людей Англии. Дадли буквально привязал Пембрука к своему заговору этой свадебной лентой. Теперь граф не сможет предать Дадли, не предав собственного сына. И контрольный выстрел. Дочь самого Дадли, Кэтрин, и лорд Гастингс. Гастингс тоже имел право на трон, линия плантагенетов, и Дадли, как истинный коллекционер, решил собрать в свою семью все возможные претензии на корону. Пусть будет, в хозяйстве пригодится, думал он, поправляя воротник. Свадьба состоялась. Вино лилось рекой. Гилфорд любовался своими коленками. Лорды поздравляли молодых. А ученые того времени уже тогда понимали, в этот день Дадли фактически провозгласил свою династию. Но пока в Лондоне кричали горько, в паре миль отсюда, в тишине королевской спальни, решалась судьба этого банкета. Маленький король Эдуард VI задыхался, и каждый его вдох стоил дороже всех бриллиантов на платье Джейн. Итак, записываем. 25 мая 1553 года наша Джейн Грей официально перестает быть просто умной девочкой с книжкой и превращается в Джейн Дадли. Она теперь намертво, стальными цепями брака прикована к семье нашего бухгалтера из ада. Джон Дадли, потирая руки после свадьбы сына, прекрасно понимал, он женил Гилфорда на Джейн не для того, чтобы они вместе читали стихи при свечах. Ему нужно было втиснуть Джейн в очередь на трон впереди Марии. План был наглым до безумия – заставить умирающего подростка-короля переписать закон Англии. Дадли нужно было, чтобы Эдуард своей рукой вычеркнул сестер из завещания и вписал туда Джейн. Чувствуете красоту схемы? Как только Джейн становится королевой, ее муж Гилфорд становится королем-консортом. А кто у нас папенька короля? Правильно, наш Джон Дадли. Друзья мои, а теперь давайте отложим в сторону чай. Мы входим в зону настоящей густой тюдоровской готики. Если до этого у нас были панталоны цвета персика и интриги, то сейчас на сцене запах ладана, гниющих бинтов и ледяной расчет человека, который решил поспорить со смертью. Давайте заглянем в спальню короля Эдуарда сразу после свадьбы Джейн. На календаре конец мая. Птички поют, а во дворце Гринвич разыгрывается медицинский хоррор. Что такое туберкулез в XVI веке? Ученые поджали бы губы, но мы скажем прямо. Легкие мальчика превращались в кашу. Он не просто кашлял, он задыхался. Его тело горело от лихорадки, а по ночам начинался бред. Это была агония, растянутая во времени. И вот представьте картину. У постели этого измученного ребенка день и ночь сидит наш добрый дядюшка Дадли. Он не держит его за руку, чтобы утешить. Он работает. Как это выглядело? Дадли ловил те редкие минуты, когда король приходил в сознание и начинал ювелирную психологическую пытку. «Ваше Величество», – шептал он над самим ухом мальчика, – «представьте, что будет, если вы уйдете сейчас. Ваша сестра Мария, она ведь сожжет все, что вы любили. Она вернет папу римского, она превратит Англию в костер. Только Джейн, чистая, мудрая Джейн спасет вашу веру». И Эдуард, этот фанатичный маленький протестант, который в свои 15 лет всерьез думал о спасении душ миллионов, ломается. Дрожащей рукой, в перерывах между приступами кровавого кашля, он пишет тот самый документ – «Мое распоряжение о престолонаследии». В нем он просто вычеркивает своих сестер Марию и Елизавету как незаконно рожденных и назначает королевой Джейн Дадли. Казалось бы, шампанское в студию, Дадли победил. Но нет, друзья мои, в Англии даже в XVI веке бюрократия была страшнее чехотки. Чтобы эта бумажка, написанная умирающим подростком, стала законом, ее должны были одобрить и подписать все. Тайный совет, лорды, а главное судьи. И вот тут у Дадли случается приступ паники. Судьи – люди осторожные, они понимают, что это государственная измена и прячут руки за спину. А король тает на глазах. Следите за логикой.
Если Эдуард испустит дух до того, как последняя печать шлепнется на пергамент, весь план превращается в тыкву, а сам Дадли в государственного преступника. Ему нужно время, ему нужно, чтобы это измученное дитя жило любой ценой, хотя бы еще неделю, хотя бы пару дней. Смерть уже стоит в дверях, а Дадли пытается вытолкать ее в зашей, потому что юридический отдел не успевает оформить документы. И вот здесь, друзья мои, держитесь крепче за свои гаджеты. Мы подходим к моменту, когда медицина закончилась и началась алхимия отчаяния. Внимание на экран и забудьте все, что вы знали о придворных церемониях. Мы входим в самую темную лабораторию XVI века. Чтобы вы понимали градус цинизма нашего Джона Дадли, давайте разберемся в химии вопроса. В те времена у короля Эдуарда были лучшие врачи, какие только могли быть в Европе. И вот в середине июня эти светила медицины в шелковых мантиях разводят руками. Все, ваша светлость, медицина бессильна, чехотка съела легкие, дайте мальчику спокойно уйти с миром. Но слово «спокойно» не входило в бизнес-план Дадли. Ему не нужен был святой мученик, ему нужен был живой подписант. И тогда Дадли решает совершить то, что сегодня назвали бы преступлением против человечности. Он отстраняет дипломированных врачей и вводит в спальню короля некую таинственную женщину. Называйте ее как хотите – знахарка, травница или чернокнижница из трущоб. Она принесла с собой флакон с тем, что в те времена называли королем ядов. Давайте на минутку станем химиками. Что такое мышьяк в 1553 году? Ученые того времени знали его двойную природу. С одной стороны, это идеальный убийца, без вкуса, без запаха, подсыпал в кубок, и человек сгорает от симптомов, похожих на обычное отравление. Его использовали везде. Травили крыс в амбарах. А дамы в погоне за аристократической бледностью втирали его в щеки. Но была у мышьяка и другая страшная сторона. В определенных дозах он работал как мощнейший стимулятор. Он давал кратковременный ядовитый всплеск энергии. Умирающий человек вдруг открывал глаза. У него розовели щеки. Появлялся аппетит и, о чудо, силы сидеть и держать перо. Это был эффект зомби XVI века. Дадли прекрасно знал о чудовищной побочке. Мышьяк не лечит, он просто заставляет организм сжигать последние резервы в режиме ядерного взрыва. Но разве нашему бухгалтеру из ада было важно самочувствие несчастного мальчика? Ему было плевать, что за этот час бодрости Эдуард заплатит страшными муками. Дадли было важно чистота захвата власти, не более. И вот эта бабка, которую Дадли буквально протащил мимо ошалевшей охраны, объявив «это чудотворец и последняя надежда короны», начинает накачивать короля эликсиром на основе мышьяка. Представьте этот ужас. Врачей выгнали, священников не пускают, а над кроватью подростка шепчутся политик и ведьма с флаконом яда. А теперь отложите все. Приготовьтесь к истории, от которой по коже пробежит мороз. И не обижайтесь на меня за сравнение с фильмами ужасов, потому что то, что произошло в покоях Гринвича в конце июня 1553 года, иначе как рождением зомби, не назовешь. Давайте разберем эту жуткую химию. Когда в изможденное, почти остывшее тело Эдуарда вливают ударные дозы мышьяка, организм реагирует страшно и мгновенно. Это не жизнь возвращается в тело, это яд имитирует жизнь. Зрачки расширяются до черноты, сердце начинает колотиться, кровь приливает к щекам, создавая фальшивый лихорадочный румянец. Эдуард открывает глаза, он встает, он дышит. Но, друзья, поймите правильно, это не выздоровление, это работа токсина, это зомби. Полутруп, который двигается только потому, что его нервная система горит в химическом огне. Это было жуткое, противоестественное зрелище. И вот этот триумф некромантии Дадли решает явить миру. По Лондону уже поползли слухи. Король мертв, нас обманывают. Чтобы заткнуть рты недовольным, Дадли приказывает вывести Эдуарда к окну дворца Гринвич. Представьте. Толпа внизу замерла. В окне появляется фигура в золотой парче. Но то, что люди увидели, было страшнее любого привидения.
Эдуард не выглядел живым, это был шевелящийся мертвец с восковым лицом и стеклянным взглядом. Он пытался поднять руку, но это была механическая судорога. По толпе пронесся стон, люди крестились и шептали: «Это не наш король, это призрак, вызванный дьяволом». Но план Дадли сработал. Лорды и судьи, увидев, что король ожил, пришли в ужас. А вдруг он реально поправится? А вдруг он запомнит тех, кто колебался? Перепуганные до смерти, они один за другим ставят подписи под указом. Документ готов, трон юридически передан Джейн. И вот тут наступает самый страшный момент нашей черной драмы. Как только Дадли получил заветный пергамент с печатями, а зомби стал ему не нужен. Ну зачем тратить дорогой яд на отработанный материал? Накачку мышьяком прекращают мгновенно. И знаете, что началось? Если у вас крепкие нервы, слушайте. Как только действие стимулятора закончилось, начался откат, который не пожелаешь и врагу. На зомби будто как попал, знаете, солнечный свет. Тело Эдуарда начало распадаться на глазах у тех немногих, кто оставался в спальне. Волосы выпадали клочьями, обнажая бледный череп. Кожа, сожженная мышьяком изнутри, начала слазить, как старая бумага. Пальцы на руках и ногах почернели от гангрены. Это была цена тех нескольких дней бодрости. Мальчик лежал в нечеловеческой агонии. Он заплатил за подпись Дадли муками, которые невозможно описать. Те, кто это видел, до конца жизни просыпались в холодном поту. Маленький король, который хотел лишь спасти свою церковь, умирал как жертва чудовищного эксперимента. Мы еще не говорим, что он умер, мы просто фиксируем этот ужас. В тишине дворца среди роскошных ковров гнил заживо ребенок, который был слишком послушным для этого жестокого мира. Все это безумие, подстегнутое ядом и амбициями, тянулось до 6 июля 1553 года. В этот день несчастный мальчик, которому было 15, наконец-то получил то, о чем молил последние недели – свободу. Свободу от разлагающегося тела и от этой проклятой короны. Эдуард VI закрыл глаза навсегда. Со дня свадьбы Джейн и бежевого персика Гилфорда прошло всего 1,5 месяца. Казалось бы, пора бить в колокола. Но нет, вы плохо знаете дядюшку Дадли. Помните, мы рассказывали, как скрывали смерть Генриха VIII? Так вот, яблоко от яблони упало недалеко. 3 бесконечных дня во дворце Гринвич делали вид, что король просто немного притомился. Бедному Эдуарду, обложенному льдом и присыпанному пудом благовоний, продолжали носить завтраки, обеды и ужины. Лакеи с каменными лицами вносили подносы в спальню, кланялись кровати, за занавесками которой стояла гробовая тишина. Узкий круг посвященных лихорадочно уплетал деликатесы прямо у постели за здоровье его величества, старательно вытирая жирные пальцы о бархатные камзолы. А через полчаса те же лакеи выходили в коридор с идеально пустыми тарелками и томно вздыхали. «Ах, аппетит у нашего короля сегодня просто отменный, кажется, он идет на поправку». Все это время Дадли лихорадочно пересчитывал солдат, проверял запоры в Тауэре и зачищал хвосты. Стране не полагалось знать, что короля больше нет, пока бухгалтер из ада не допишет последнюю главу своего плана. И вот, когда все капканы были расставлены, а нужные люди подкуплены, на 4-й день двери дворца распахнулись. 10 июля 1553 года жара в Лондоне стояла такая, что плавился асфальт, если бы он тогда был. Но по спинам горожан пробежал ледяной холодок. Над рекой поплыл тяжелый звон колоколов. Глашатаи вышли на площади, развернули свитки и выдохнули фразу, от которой у всей Англии задергался глаз. Король умер. Да здравствует королева Джейн. Тиканье часов пошло. У нашей героини осталось всего 9 дней. 9 дней до того момента, как ее карета превратится в эшафот. Мы приглашаем вас на финал, который нельзя пропустить. До встречи под звон колоколов.